В этом видео я расскажу и покажу вам кое-что интересное, поэтому смотрите обязательно ролик до конца, не переключайтесь. Всем привет, вы на канале Toy House, и сегодня у нас на обзоре интересная новиночка. Это, ребята, вагон метро. Вот он. Наконец-таки я его приобрел. Вагон метро «Красная стрела». Реально существующий, есть прототип. Можете посмотреть, вот так он, кстати, выглядит. Ну, практически так. У нас немножечко, кстати, отличается модель. Кстати, видос уже на канале, можете посмотреть. Наверняка ты еще не видел обзор на эту Волгу. Уберу ее пока в сторонку, чтобы она нам не играла, так сказать. Так, в общем, вагон метро. Стоимость. Ну, немножечко чуть попозже расскажу, где купить. Тоже все это в видео будет. И будет очень полезная для вас информация в этом видео, а также будет небольшой экспериментик. В общем, все смотрите, все покажу. Итак, смотрите. Значит, вагон метро. Длина у нас 30 сантиметров. Открывающиеся двери, есть свет и звук, соответственно, по лицензии Московский метрополитен 2020 год. Как я и сказал, данный вагончик у нас существующий. Если ты катался на нем, то напиши комментарий, ну и поставь лайк. Я, если честно, не видел вживую такой, соответственно, вагон. Но если вы видели, вам реально повезло. Фирма-производитель у нас Технопарк. Здесь у нас, кстати, на заднем фоне, по-моему, вокзал, а не станция метро. К сожалению, можно было бы декорировать, делать. Серия идет вот такая. Снимал, сразу могу обзор сказать, на вот этот поезд. И все. Ну, остальные я показывал вам в магазине, когда ходил за покупочками. В общем, давайте сейчас откроем. Очень интересно, здесь открывается коробка. Так, вскрываем здесь. Здесь у нас нету ничего. Здесь у нас нету ничего. Стой, стой, не уходи. Ты уже уходишь, да? Подожди, смотри, сейчас кое-что будет самый смак. Так, кстати, смотрите, есть инерционный механизм, звук и свет, реальное объявление. Вот это интересно очень послушать будет. И открывается дверь. Выкатываем его. Вот видите? Очень такая необычная распаковка у данного метро. Вот где-то он тут. О, вот это да! Наконец-таки достал. Что ж, вагоны метро у нас имеют номера там 717, дробь там еще что-то, точка там. В общем, как называется правильно, я не могу сказать. Потому что, ну, если честно, я не запомнил. Вся информация есть, в принципе, в интернете. Вы можете найти. Открывается у нас вот таким вот образом. Кстати, очень удобно. Не надо ни отвертку нам, ничего. Вскрываем. Вскрываем, 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 вскрываем. О, ух ты ж. Клевенько. Снизу так прям аккуратненько сделано. По-моему, в поездах не так было. В общем, у нас здесь, давайте сразу расскажу, динамик. Кстати, у железнодорожных моделей, если брать в 87-м масштабе, ну, 1 к 87, у них, в принципе, динамик также расположен вот в этом месте. Отсек для батареек. Здесь у нас защита идет. Вынимаем ее. Прорезиненные колесики у нас идут. Ну, это для того, чтобы можно было катать где-нибудь по столу, ну, по какому столу? По столу это я катаюсь здесь у себя. Ну, катать где-нибудь по полу, так сказать. По ковру навряд ли он поедет, потому что, видите, расстояние такое довольно маленькое. Здесь еще бугорочек инерционного механизма. Фрикционный здесь механизм все-таки. Или инерционный. Как долго едет. Я уже запутался в этих механизмах. Ну ладно. С этой стороны у нас полностью глухой вагончик идет. Двери здесь не открываются. Что мы видим? 75 лет. Красная стрела, соответственно. И смотрите, передняя часть у нас-то существует. Вот она выглядит таким вот образом. Здесь фонари. И, как я и сказал, она отличается от оригинала. Такой вагон тоже существует. Оригинал выглядит вот так. Но это не точная информация, потому что я в реале его не видел. Значит, посмотрите, подвагонное пространство, не подвагонное, а тележки сами проработаны. Здесь идут в сером цвете, покрашены, как бы видите, здесь и рессоры, все видно. Здорово, классно. Эти колеса можно заменить при желании, поставить уже настоящие, такие, ну, похожие под настоящие тележки. Я, в принципе, в своих паровозиках в одном, в электричке это делал, и есть видео на канале, можете подробно посмотреть. Давайте, что мы с вами послушаем звуки. В общем, здесь у нас цепочки. И вот первый момент.
Сцепочка, видите, отличается от паровозного, от локомотивного, в общем, от поездов, так сказать, отличается. И я вам в этом видео покажу, можно ли скрепить вообще данную электричку, например, не электричку, данный вагон метро с, например, с любой электричкой. Ну, давайте с ласточкой попробуем. Сейчас я прям ее возьму. Секундочку, повисите. Так. Иду, беру. Вот она. Ласточка наша. Ну, не ласточка, сейчас начнут писать там любители поездов. Видите, сцепки отличаются. И то есть, соответственно, это очень вопрос многие задают. Вот это дело соединить, я думаю, будет проблематично. Сейчас видно вам. Сейчас попробуем, конечно. Но нет, нет, как я и сказал. Они прям разного диаметра. Ну, то есть, при желании можно запихать. Но если я вам показывал, как соединяется, например, данная электричка с глобусом, да, электричкой R9 ПК, там все легко. То здесь это, ребята, только для метро. И это, можно сказать, плюс технопарк, потому что можно тогда, реально будет сцепочки очень хорошие, если вы будете делать метро, 2 вагона, 3 можно соединить, будет здорово. Но здесь еще один есть такой пробел, я не знаю в реальности, как выглядит данный вагон. Ну, смотрите, здесь у нас голова, так сказать, есть, да, с машинистом, типа того, дверь даже есть, все дела. А здесь у нас вот так. И я не знаю, так должно быть, или здесь должен быть такая же часть. Наверное, по логике вещей, скорее всего, нет. Здесь должен быть просто вагон. Ждем от технопарка, когда выпустят просто вагоны. Их реально не хватает, а было бы здорово их получить. Даже для электрички, вот, для всего. Это первое, что я вам хотел рассказать в данном видео. И кое-что расскажу чуть-чуть попозже. Давайте по цене сразу скажу. Цена, за сколько я купил, это 1100 рублей. Я нашел в интернете. Вы можете искать где угодно, в магазинах игрушек. Везде они, в принципе, присутствуют. Там, в различных магазинах. Смотрю, просто окна как-то интересно сделаны. Думал, они двигаются. А нет, здесь все глухо. В общем, ищите, цены варьируются. Может и доходить до 1500, как бы. Я купил просто как по какой-то распродаже, то есть получилось. А так средняя цена, наверное, 1300 он стоит, где-то вот так вот. Ну что ж, открываем двери. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, бабушкам и дедушкам. Ну, здесь неплохо. И вот кнопки у нас идут 4 штуки в желтом цвете. Давайте. Реальный звук метро, да, нажимаем. Если на это уже нажать, будет, наверное, такой же звук. Да, такой же. Нажимаем дальше. Станция Комсомольская. Очень хороший звук, прям похожий. Лампочку внутри видите? Несуразно, если честно. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, бабушкам и дедушкам. Горят у нас передние фонари, фары. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция проспект Мира. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция проспект Мира. Ну все, закрыли двери. В общем, 4 звука имеется. В целом звуки неплохие. Видим подсветку внутри. Двери, ну, как смогли, так и сделали, ребят. Поэтому вот, ну, только так, да, открывается. Причем только 2 двери открываются. Ну, сейчас проболтает. По салону что могу сказать? Здесь салон, ну, ребят, все просто, как бы все обычно, никакой супер-пупер детализации нету. Поэтому, как бы, ну, вагон метро точно никто не выпускал. Вот если брать в 43-м масштабе, то не было вагона метро. Что ж, теперь хочу вам отметить одну деталь и разочаровать некоторых поклонников 43-го масштаба. Кстати, если взять человечка в 43-м масштабе, интересно, он как? Ну да, он большеват. Видите? Вот, я его поставил на платформу, грубо говоря, да? И видите, у него голова даже больше двери. Дело в том, что
Данная электричка, данный вагон метро не в 43-м масштабе. Данный вагончик вообще у нас идет 19 метров, ну, короче, 19 там, с копейками метров. Берем линейку масштабную, меряем данный вагон от сцепки до сцепки. Не знаю, как вам, чтобы видно было все, так сказать, без обмана волшебника Сулеймана, да. Вот, беру прям сцепочка здесь. И здесь у меня заканчивается на 13 метрах. Ну и плюс тут еще сцепочка, да. Пусть 13,5 метров. А данный вагон в реальности 19 метров. На этой линейке я не нашел, как бы, этого значения. Вот близко было 1,72, по-моему, здесь 20... Сейчас скажу точно. 22 метра. Ну, то есть, все равно, как бы, неправильно 1,72. Я высчитал масштаб данного, так сказать, вагона. И получилось у нас всего длина у него в сантиметрах 31 сантиметр идет со сцепками. Я беру вот с этими сцепочками. То получается масштаб данного вагончика у нас... Как думаете? Хотите, напишите комментарий, я подожду. Как думаете, какой масштаб данного вагона? Я даже не ожидал, что будет такой. 1 к 60, ребята. 1 к 60 масштаб данного вагончика. Вот такая ситуация. Надо бы померить свою электричку и померить, конечно, ласточку, да. И, скорее всего, они тоже будут в масштабе 1 к 60. Ну-ка, сейчас возьмем прям человечка. Ну да, он, видите, даже больше. Я не придавал этому значения, но вот решил померить все-таки. Так что вот думайте сами, но интересная задумка, классная. Если будут вагоны, я, конечно же, прикуплю, вам сниму. Можно соединить, сделать целый поезд. В общем-то, как-то так. На рельсы он встанет. Ну, он, знаете как, вот колесная база, главное, идет к 43-му масштабу, подходит, а сама длина, то есть пропорции сами, они чуть меньше. В общем... Ну, не забывайте, это не модель все-таки, это как бы больше игрушка. Поэтому как бы так, в общем, все. Понравился видос, полезно, если видео было для вас, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ну, все, пишите комментарии. Самое главное, жду от вас обратной связи какой-нибудь. Все, всем пока и всем самое главное, что, конечно же, добра.